В предыдущем видео мы рассмотрели базовую анатомию квадрицепсов, и я пообещал снять продолжение, оно перед вами. Мною уже упоминалось, что самые лучшие упражнения для квадрицепсов – это различные вариации приседаний. Так вот, именно фронтальные приседания чаще всего используют для увеличения акцента на квадрицепсе, и это объясняется с точки зрения биомеханики. Проведенное в 2016 году исследование показало, что латеральная широкая мышца нагружалась примерно на 21% больше во фронтальных приседаниях, чем в обычных приседаниях на параллели. Похожее исследование 2015 года обнаружило большую активацию медиальной широкой мышцы во фронтальных приседаниях, чем классических, если приседать с максимальным весом на одно повторение. То есть фронтальные приседания помогут достичь аналогичной или даже большей активации квадрицепса, чем обычные приседания при использовании более легкого веса. Иными словами, у кого имеются проблемы с коленями, фронтальные приседания должны помочь в росте квадрицепса, так как для этого не требуется больших весов. А что насчет глубины приседания? В одном исследовании 2013 года с использованием МРТ сравнивали гипертрофию квадрицепса после 12 недель тренировок, приседая в полуамплитуды и делая глубокие приседания. По итогу ученые пришли к выводу, что площадь поперечного сечения мышц была больше на каждом измеренном участке в группе, которая делала глубокие приседания, а в группе, которая приседала в полуамплитуды, не было обнаружено никакого прогресса. Ранее ученые уже изучали корреляцию между вовлечением квадрицепса и глубиной приседа. По итогу все так же оказалось, что пиковая активация квадрицепса была при полных приседаниях. Но несмотря на все это, я считаю, что в целом, если вы приседаете хотя бы до параллели, вы уже достаточно нагружаете свои квадрицепсы. И мне кажется, что глубокие приседания не так уж и необходимы. Так что лучше всего с учетом ваших индивидуальных анатомических особенностей нужно стараться приседать как можно глубже, но при этом вы должны сохранять идеальную технику. А что насчет ширины постановки ног? В одном зарубежном исследовании 1999 года было показано, что приседания с узкой и широкой постановкой ног одинаково задействуют все головки квадрицепса, а другие более поздние исследования 2001-2008 года также не показали разницы между постановкой ног на ширине плеч и шире ширины плеч. Все это указывает на то, что ширина постановки ног не влияет на активацию квадрицепса. Вам нужно приседать с такой постановкой ног, которая позволяет комфортно и безопасно достичь нужной глубины приседа. Эти рекомендации должны распространяться на аналогичное упражнение, такое как жим ногами. Располагайте ноги внизу платформы, используя разную по ширине постановку ног во время жима ногами. На приседании жим достаточно изученное упражнение, что не скажешь о выпадах, которые также показали очень высокий уровень активации квадрицепса, а зашагивание на тубус весом и без него и вовсе фактически превосходит обычные приседания в контексте механической нагрузки на широкую мышцу бедра. В одном исследовании 2009 года, исходя только из данных электромиографии, было обнаружено, что простое разгибание ног является лучшим упражнением, особенно для прямой мышцы бедра. Но поскольку потенциал для прогрессии нагрузки в этом упражнении незначительный, его следует использовать как дополнительное изолирующее упражнение на квадрицепс после тяжелых базовых упражнений. Любопытно, что два разных исследования независимо друг от друга обнаружили, что активация волокон широкой латеральной мышцы бедра была выше, когда пальцы ног направлены внутрь, в то время как прямая мышца больше нагружается, когда пальцы ног были направлены наружу. Тогда получается, что активация медиальной широкой мышцы одинакова вне зависимости от положения пальцев ног. Однако на практике стоит использовать положения ног, которые позволяют вам прочувствовать лучшую нейромышечную связь с тренируемыми мышцами. А общая беспокойность вокруг разгибания ног обусловлена риском получить травму колена. Действительно, передняя крестообразная связка сильно напряжена в этом упражнении, но специалисты утверждают, что это не оказывает вредного воздействия на тех, у кого изначально здоровые коленные суставы, при условии, что упражнение выполнялось технически правильно. Но это упражнение все же будет противопоказано тем, у кого уже имеются проблемы с коленями. Для полноценного развития и профилактики травм рекомендуется развивать мышцы задней поверхности бедра, выполняя сгибание ног. По словам многих фитнес-экспертов, большинству людей в зале стоит делать от 12 до 18 подходов в неделю, а все, что выше 20 подходов, вызывает проблемы с восстановлением. Чтобы правильно распределить этот объем нагрузки, рекомендуется тренироваться от 2 до 3 раз в неделю. Но тут важно понимать, что это будут разные тренировки. Одна интенсивная и вторая объемная, легкая. Лично я раньше делал 2 тренировки ног в неделю. Первый день был силовой на 5-8 повторений, а вторая тренировка высокоповторная от 10 до 20 повторений. Для большинства людей это будет самый оптимальный вариант тренировки ног для развития квадрицепса. Поэтому, если вы примените все вышеперечисленные принципы на практике, то благодаря времени, упорству и прогрессии в весах построите действительно мощные квадрицепсы. Друзья, спасибо за просмотр, а перед тем, как вы закроете это видео, хочу сказать, что если вы устали от однообразия тренировок в зале, не знаете, как выстроить грамотный план тренировок и свое питание, то заглядывайте скорее в описание под видео и знакомьтесь с различными вариантами моих программ тренировок, а также гайдом по питанию. А еще обязательно подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик.